Когда-то я был платный. Я был эксклюзивный. Но помни, кем ты был изначально! С момента выхода Honkai Star Rails я задавался вопросом, чем вдохновлялись Михуё и что мне так напоминает эта игра. Ты кто, блин, такой? Ты знаешь. Думаю, вы все знаете, кто я такой. Raid Shadow Legends. Играй бесплатно. И пока на протяжении 2 лет я успокаивал себя мыслью, что ну не мог я второй раз попасться на одну и ту же ловушку. Тебе показалось. Тебе показалось. Этого не было. В это время ХСР тихо и незаметно стала самой прибыльной игрой хайверсов. 3 миллиона за полчаса. Поэтому любые сравнения с Raid Shadow Legends здесь абсолютно неуместны. Этим бомжам даже и не снились заработки китайцев. $7? Офигел, мы что здесь в детском саду, мало же? Но в принципе нет ничего удивительного в том, что ХСР столько зарабатывает на мобилках. Ведь из альтернатив у нас Геншин, который из-за своего размера требует отдельный телефон для игры на телефоне. ЗЗЗ вообще чисто по приколу для мобилок выпустили. И что там у нас еще есть из больших мобильных игр? Вова? Где я? Кажется, я в мире Майнкрафта. Похоже на то. А в ХСР и систему удаления старого контента добавили для экономии памяти. И баги исправляют моментально. Если у вас вдруг перестал работать донат. Покажи мне деньги! Правда, для всего этого успеха на телефонах ХСР пришлось стать настолько мобильной, что тебе не нужно ни изучать взаимодействие стихий, ни нарабатывать свой скилл. Все, что тебе нужно, это... Чистая математика. К сожалению, жанр у нас тут такой. Китайская ролевая автобой-игра. Я советую любителям такого жанра просто в грозу выходить куда-нибудь на крышу с палкой в руках и подскакивать с криком «Уа-ы!» каждый раз, когда молния будет хуй. И в отличие от всех других похожих почти игр, ХСР отличается заработком. Не трогаю монеты, от них воняет нищетой. И тут уже каждый для себя решает, хорошо донатить в игры Михуё или нет. Лично я не считаю. Я плачу, когда смотрю, сколько денег залил в Михуё, через донатов нет. У меня уже даже персональная скидка есть 5% для всех, кто зарегистрируется по ссылке в описании. Ведь я верю, что все мои донаты идут в поддержку китайской партии и создание термоядерного реактора. Что это? Деньги? А что с ними делать? Как что? Но что будет, если взять игру, у которой нет конкуренции? Добавить туда боевую систему, где важно только наличие у тебя персонажа, и дать этому спокойно жить 2 года. А появится новое слово у всех гача-геймеров. Паверкрип. Паверкрип. Паверкрип в паверкрипе. Легче всего объяснить этот паверкрип на примере самого первого ивентового персонажа Зелья, под всеми возможными бафами, спустя 2 года. Я не сосал, что фотошопы, отстаньте от меня! Я в полицию буду заяву писать! А потом ее вообще в стандартный баннер засовывают. Смотрите, я сделал. Ну и делал. Естественно, во всех гачах новые персонажи сильнее старых. Но в ХСР это вышло до такого абсурда, что старым персонаж считается, если вышел 1 месяц назад. При этом в каждом патче не 1 реран старого персонажа, не 2, а по 8 штук сразу. С тобой все в порядке? Остается только вопрос. В чем их смысл, если рано или поздно они станут стандартными? Многие считают вас отбросами. И это ваш шанс показать, что они не правы. А если все же правы? И только саппорты в этой игре живут достаточно долго. Ведь все саппорты делаются для великой цели. Спасти генерала 2-летней давности, которого любят китайцы любой ценой. Но насколько в действительности игроков ХСР бесит паверкрип? Да так, совсем немножко. Только вот чувствуется этот паверкрип исключительно в 3 обновляемых режимах игры, которые можно спокойно закрывать, например, вот таким вот слабеньким аккаунтом где-то за 1000 баксов. У кого нет наличных, будет рыдать неприлично. Ушло у него на это времени тоже по мелочи. 655 попыток. Да и сложность этого контента преувеличена. Ведь за последнее время здоровье врагов в этих режимах выросло всего лишь на какие-то жалкие 6 раз. Это правда. Ну ты сейчас шутишь, иронизируешь или что? Это правда. И как хорошо, что в новых патчах Михуё предусмотрели увеличение хп у врагов, которое они сами и делают, и нашли решение этой проблемы. Нужно просто продавать персонажей, которые после получения дубликатов усиливаются в несколько раз.
Всегда продавайте решение проблем. Это именно то, что хочет получить каждый покупатель. В это время весь контент Геншина 5 лет держится на 4-звездочном персонаже с релиза игры. А в ЗЗЗ такой же контент закрывается бесплатным медведем. Гол от Бена! Ну или я чего-то не понял за 2 года на 2 аккаунтах в ХСР. Ну, братан, но здесь другое микро, здесь нужно уворачиваться от спеллов. В доте ты на месте стоишь, на фантомке и рейд-кликаешь, это разные вещи. Здесь нужно доджить спеллы, предугадывать, куда его чел нажмет. Хотя с такими заработками у нас скоро все бесплатные игры будут с автобоем. Но сколько же денег уйдет, чтобы полностью выбить нового персонажа в ХСР, и он был актуален хотя бы 2 года? Во-первых, нужно посчитать. Не делайте этого! И примерно... Я серьезно, нет! В итоге получится... Не будьте мной! $1512. Штука баксов. Штука баксов. Штука баксов. Штука баксов. Или же если донатить через донатов нет с моей скидкой, $967. И все это для того, чтобы закрывать последние этажи в обновляемых режимах и получать за 40 дней на целых 3 крутки больше. Выгодно. Ну или можно быть счастливым и просто игнорировать последние этажи. Если у тебя не получается понизить объем негативных эмоций, тогда не проявляй внимания к этому. Ведь в то, что я посчитал, не входит возможность выбить раннюю легендарку. Или сделать то, что я очень люблю. Проиграть легендарку 50 на 50, из-за чего изначально сумма вырастет в 2 раза. Контракт надо было внимательно читать. У тебя теперь нет ни дома, ни машины, ни сбережений. Но для справедливости в ХСР самая щедрая система 50 на 50. Я, кажется, придумал систему, по которой мы сможем выиграть. Ведь на самом деле она 58 на 42. Так, алло, где мои 58? Госпожа удача, грязная ши... Не, ну этому парню точно должно повезти. Я не понял, это чё? К счастью для всех, кто играет в гача-игры без доната, или донатит максимум 5 баксов на ежемесячную подписку, или же 331 рубль через донатов нет, для них ХСР самая бесплатная гача. У игры сейчас годовщина. Держи Лего бесплатно. Хочешь еще одну Лего бесплатно? Тоже не проблема. Задонать всего лишь 180 баксов. А то разработчики тебя поздравляли, а ты их нет. Обидно. А ведь разработчики специально в честь годовщины вернули X2 на весь донат в игре. Только вот про региональные цены Михуё до сих пор не знают. И обойдется это все двойное счастье в $241. Видимо, китайцам по приколу, что уже 3 года региональные дешевые цены в гачах и других мобильных играх это сайт донатов нет, где тот же набор всех паков ХСР будет уже не 18 600, а 13 900. И все это делается просто введя свой ID аккаунта и закинув деньги через любую платежную систему. Перевод по номеру или терминал. Как удобно. Аналиком можно? Аналиком нужно. Даже хамстер-койнами оплатить можно. Вы еще живы! Ведь сайт работает напрямую с азиатскими партнерами Хайверсов. Осталось только сайт донатов нет добавить прямо в страницу магазина ХСР, где рядом с надписью «Не донатить слишком много» будет приписка. Ну или хотя бы делайте это дешево. Людям нужно повышать свою финансовую грамотность. А для тех, кто играет в нормальные игры в Стиме... Вы кто такие? Через донатов нет можно пополнить свой баланс с самой минимальной комиссией в интернете. Купить Обливион и быть счастливым. Мы счастливы? Да, мы счастливы. Да и старых персонажей разрабы ХСР обещают усилить. И в следующем месяце их будут обещать усилить. Но когда-нибудь их усилят. А пока что... Что я никому не нужен? Ну, конечно, вы никому не нужны. Вы еще ничего не добились. Хотя для меня будет лучшим усилением, если они наконец-то обуют ребенка с замерзшей планеты. Хотя чего я придираюсь к дизайну персонажей? Ведь это способ разработчикам показать, что Клара очень бедная, поэтому боссы. Вот, кстати, где живут персонажи, у которых есть обувь. И где живет она? Какая-то бедность дотронулась до меня, и мне пришлось принимать 3-е джакузи за день. Вообще с дизайном ХСР сейчас переживает не лучшие времена. То они делают меч настолько длинным, что он даже на ровном полу проваливается, то просто берут 4-звездочного персонажа из Геншина, добавляют вкус клубники и пытаются продать ее как легендарку. Это дичь? Это дичь? Дичь. А во всей галактике Star Rail, по всей видимости, существует только одна швейная фабрика, где делают исключительно платья. Давай, снимай уже, и мы от души повеселимся. Просто в каждой своей игре у китайцев особый подход. В ЗЗЗ мужчин завлекают реалистичной физикой, в основном жоп. В Геншин мужчин завлекают, допустим, детьми. Детишка Люб.
Так девушки сразу поймут, что у меня серьезные намерения. Но в ХСР мужчин завлекают мужчинами. Иногда быть геем прибыльно. Минуса в этом вообще не вижу. Да на какую кнопку их т***нуть-то, ёб в рот, я заебался эти диалоги слушать. Остается вопрос, зачем тогда вообще выбивать в этой игре женщин? Мы популярные, красивые, поэтому мужчины должны нам платить деньги. И спустя 2 года можно уверенно сказать, что ХСР пошел по особому пути заработка на женской аудитории. Поэтому трейлеры мужиков выглядят так. А трейлеры женских персонажей фанаты и сами нарисуют. Ну ах... нам. Случилось это так тоже не по воле фанатов. Просто Михуё уже очень долго мозолит глаза женская гача Love and Deep Space, где нет ни геймплея, ни контента, только мужики, выбив которых ты получаешь постельные сцены. И это зарабатывает как 3 игры Хайверса вместе взятые. Сколько на... Поэтому у китайцев был очень сложный выбор, какую игру отдать на растерзание женщинам. Выбирай! Выбирай! Резче! Право или лево? Михуё в целом каждый раз, когда нужно пожертвовать какой-то игрой ради новой аудитории, выбирают ханкай. Что там сейчас популярно? Покемоны? Держите еще один ханкай. Это что за покемон? Я хочу умереть, убейте меня. А когда выйдет GTA 6, у нас будет еще один ханкай. Oh shit. Here we go again. Правда, для какой аудитории сделано описание способностей персонажей, я до сих пор не понял. Кто это вообще такое позволил себе написать? Это буквально пауэркрип текста навыков. Это просто какой-то пи***ц. Это издевательство над людьми. Но когда ты захочешь понимать, что делает твой персонаж, не только по наитию, а просто по описанию, ну, это просто пи***. Уже даже непонятно, что случится раньше. Ты поймешь, как работают навыки твоего нового персонажа, или он перестанет быть актуальным. Сколько у меня осталось? Месяц. Может, год. Но разработчики и тут подумали, как создавать персонажей, которые всегда будут актуальны. Нужно просто добавлять им баф на весь аккаунт, даже если персонажа нет в отряде. У бафа только пассивка оказалась неприятной и снижает оценки самой ХСР. Ведь игроки хорошо знают, с кем имеют дело и что эта акция явно не единоразовая. Я тебе не верю! Почему же игроки дальше продолжают донатить и играть в ХСР? Ну, в этой игре есть один большой плюс в виде космического сюжета. А это, если что, не космическая карта, это лор. Больше 3 букв не перевариваю. И сюжет с прошлого видео заметно изменился. Главный герой, например, больше не помойная панда, решающая проблемы планет старым добрым ультранасилием. Ультранасилием теперь занимаются другие персонажи. Ну а мы заняты куда более важным делом в виде собирания гарема. Я просто шел по городу, меня остановила какая-то бабулька и спросила меня, что ты здесь делаешь, мы же во всех 45-м перебили. А с мусорными баками, оказывается, можно вести вполне конструктивные диалоги. Ты какую группу уважаешь? А? И за 2 года мы получили целые 2 новые планеты. Ну и раз 10 вернулись на старые. И ведь в игре слишком мало лора. Остановитесь! Каким образом герои постоянно возвращаются на старые планеты, игра не объясняет. Ведь по сюжету у экспресса топливо постоянно заканчивается. Поэтому вместо объяснений нам добавили карту событий, где, оказывается, весь новый сюжет на старых планетах уже был. Просто мы только в новых патчах об этом узнаем. Или ты забыл, или ты не знал. Но каждая новая планета — это буквально новая игра. И не только потому, что без новых персонажей в эту игру невозможно играть. Я хочу сыграть с вами одну игру. Пинокония, например, идеально раскрывает сеттинг космического фэнтези, где события происходят на планете снов, внутри сна. Внутри сна главного героя, который на самом деле кот. Вообще сделаем вид, что Михуё не слышали про начало. Не украл, а вдохновился. И в отличие от сюжета Геншина, где все, что было в каком-то регионе, остается в этом регионе, Пинокония изменила все. Ведь у нас теперь 2 новых пассажира в поезде. Забудем про этот неудобный факт на весь сюжет следующей планеты Амфареус. Что я тут делаю? И фишка этого самого Амфареуса — Древняя Греция. Но с временным парадоксом, где мы видим прошлое и настоящее. Оба из которых Древняя Греция. С динозаврами.
А почему бы и нет? Зато новых персонажей много, которые на самом деле не новые, а просто персонажи из оригинального Ханкая. Эти двое вон вообще из Фейта пришли, и Михуё будут втирать, что мы уже встречали их на Пиноконии. Мне кажется, ты А отправились мы на новую планету вместе с Данькой на личном вагоне. Ведь что может пойти не так? Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Казахстан угрожает... И с этого момента мы застряли на Ампареусе, пока не спасем его. Для чего нужно всего лишь перебить всех местных богов. А потом узнать, что сюжет происходит в дне сурка, а главный герой вообще умер. Развлекайтесь. Расслабься. Как я могу здесь расслабиться? Мы в мусульманской стране. Мне даже не могут отсосать. Что будут в это время делать остальные персонажи? Очень агрессивно и долго разговаривать. Можно вас на минутку, а потом еще на минутку, а потом еще на 2 минутки? КСР это уже не JRPG. Это китайская визуальная новелла с диалогами на 10 часов, и это только в патче 3.0. Ой, ну как ты всегда красиво говоришь и нифига не делаешь. А если вы устали от Пайман в Геншине, у нас тут теперь тоже Пайман. Ученые нашли идеальную мелодию будильника. Правильный способ проснуться звучит вот так. Закрой рот! Хорошо, хоть всех основных персонажей показали первые часы Ампареуса. Это, например, вообще подарило нам 2 подарка. Бесплатное жилье и допрос. Обижали когда-нибудь кошек, собак? Никогда. Оскорбляли женщин? Никогда. То есть вы добряк по жизни? Да. Самый плохой поступок в жизни, который вы совершили? Убил человека один раз. Ну а Кастория нужна, чтобы быть... Вайфу? 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 А для тех, кому мало основной игры, Михуё прям от души навалили побочными квестами и ивентами. С побочками, правда, есть проблема. Ой, маленькая... Бедной инди-компании не хватает денег на локации, поэтому вот вам планета, куда отправился древний герой, а это планета, на которой власть узурпировала галактическое правительство. Подумаешь, КСР зарабатывает за месяц как 3 бюджета экспедиции 33. Это ты нарисовал? Да, сегодня утром. Это не ты нарисовал. Нет, я. Не мог ты такое нарисовать. А вот и смог. Но все гача-игроки прекрасно знают, чем они на самом деле будут заниматься в этих играх. Очень долго и долго и долго фармить. Это фармовый дождь. Аллилуйя, дождь из фарма. Эй! Спасает только Battle Pass, который в КСР полезнее, чем во всех других играх Михуё. Ведь помимо ресурсов из него можно получить улучшенный крафт снаряжения. Или вообще 5-звездочное оружие из старых баннеров. Раз в 80 дней. За $24 каждый патч. Просто Михуё очень долго думала, каким вообще образом продавать дорогую версию Battle Pass'а. Самое топовое, на что прям все ведутся, это как бы не конвенциональное мошенничество, но по сути мошенничество. Ну и правильно, зачем его делать просто дешевле? Обычный БП за 800 или улучшенный за 1700 можно и так купить, на донатов нет. А если еще и подписаться на Telegram, донатов нет, можно Battle Pass выиграть вообще бесплатно. Ведь там буквально каждую неделю розыгрыши с десятками победителей. И призами от ежемесячных подписок до айфонов. Прям как розыгрыши у Михуё, только победители настоящие. Вообще гениально китайцы придумали вместо ивента с наградами дать людям возможность выиграть награду. До сих пор в шоке, как они придумали такое веселое событие. К счастью, с остальными ивентами дела обстоят лучше. Кем только главный герой уже не был. И блогером, и барменом, и менеджером музыкальной группы. Даже гомункулов разводил. Еще бы ивентов было бы чуть больше, чем 2 за патч. Много хочешь. И подводя итог, можно уверенно сказать, что КСР движется. Куда конкретно непонятно. Пока что в сторону покемонов, а потом в GTA. Но выбирая между всеми гача-играми, я понял, что, пожалуй, пора с ними заканчивать. Поэтому за каждые 10 тысяч лайков я буду удалять по одному своему аккаунту в гачах и выкладывать это в своем телеграме. И обещаю больше не пропадать, ведь дом я вырастил, сына посадил, дерево построил. Можно и в YouTube возвращаться. Надеюсь, те, кто меня платно поддерживают, еще помнят меня. И почему каждый месяц деньги с карточки списываются? В смысле посадил? Ты сказала, пусть...